Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alina. Не уходите, это тот канал. Но именно так я бы с вами поздоровалась, будь мы в 18 или 19 веке. La plage, la chance, l'écran, l'étiquette. Ничего не напоминает? Например, пляж, шанс, экран, этикет. Такие уж ли эти слова русские? Как вы могли догадаться, сегодня мы поговорим о влиянии французского языка на русский. Становится интересно. Продолжай. Опять ты. Как думаете, сколько в этом предложении слов французского происхождения? Сейчас схожу в душ, а потом поем супа. А с каких пор ты стала суп есть? И в душ ходить? Прости. Итак, 2. Суп и душ. Все началось с далекого 18 века, когда российский император Петр I решил сблизиться с Европой и, в частности, с Францией. Но поскольку при жизни императора культурные отношения были в зачаточном положении, большого влияния на российское общество они не оказали. А после его смерти и вовсе свелись к нулю, поскольку на какое-то время фокус сместился на немецкое. Однако с восшествия на престол Елизаветы Петровны началось всеобщее поклонение всему французскому, так называемой галломанией. Какой манией? Гала, так обозначали французов. Ну и слово мания, наверное, не надо объяснять. В общем, это была страсть ко всему французскому. Дочь Петра Великого, императрица Елизавета, воспитывалась во французском духе и с детства очень любила Францию и ее традиции. В течение своего правления она уделяла огромное внимание французской культуре. И в елизаветинскую эпоху большинство иностранцев, которые жили в Санкт-Петербурге, были французами. Их стиль жизни и манеры стали предметом подражания для русской знати. Вошли в моду французские интерьеры жилища, кухня, одежда, музыка, театр, литература, архитектура. В общении стал преобладать французский язык, который очень скоро стал языком императорского двора. А для высшего света Санкт-Петербурга стало более естественно говорить на французском, нежели на русском. Ага, конечно, вот так вот прям все взяли и сразу стали говорить на французском языке. Ну нет, не сразу, мы же знаем, что язык не выучить по щелчку пальцев. Но в целом ситуация была такая. И это очень хорошо демонстрирует известное произведение Льва Толстого «Война и мир», которое даже начинается на французском языке и в целом имеет очень много диалогов на французском. И это не выдумка автора, а как раз-таки отражение нравов XIX века. Дополнительный толчок к распространению французского языка среди российского дворянства стала Великая Французская революция, когда многие французские аристократы бежали из страны и находили убежище в том числе в России. Получается, что на французском языке говорили только аристократы? В общем-то да. Но со второй половины 18 века французский язык стал языком не только аристократии, но еще и дипломатической службы. Российские дипломаты использовали французский язык в переписке со своими коллегами, которые находились в Европе. К тому же многие российские дипломаты были иностранцами по происхождению, и французский язык был как бы удобным универсальным языком. Мнения по поводу проникновения французского языка в русский разделились. Одни считали, что французский язык обогащает русскую культуру и делает русский язык более благородным. Как, например, слова гардероб, аксессуар, бижутерия, комплимент, вуаль, майонез, пюре, актер, галерея, жаргон, этаж. Подожди, это все французские слова? Угу. Интересно, а можно считать, что я говорю на французском языке? Не думаю. А другие были, напротив, убеждены, что это приведет к упадку русского языка. И временами доходило до того, что среди дворян стал широко использоваться так называемый салонный жаргон, когда люди произносили французские слова без перевода на русский манер, как, например, плезир, променад, сантименты. Некоторые писатели высмеивали в своих произведениях подобное смешение языков. И очень интересный отрывок я нашла
из произведения Александра Сумарокова «Пустая ссора». Я вам его сейчас зачитаю. Вы мне так флатируете, что уж невозможно, по чести. Вы мне еще не поверите, что я вас адарирую. Я этого, сударь, не меритирую. Против этого спорить нельзя. Однако, ежели бы вы меня из адаратера сделали меня своим амантом, то бы это было пардонабельно. Прости, что ты мелешь? What? Это не я, это люди из 18 века. В общем-то, ничего не изменилось с тех пор, кроме того, что язык, с которого копируют, поменялся. Интересно обстоит дело со словом «магазин», которое в русский язык пришло из немецкого, а в немецкий – из французского. Давай дальше. Из французского языка были также заимствованы некоторые фразеологизмы и дословно переведены на русский язык, как, например, «быть не в своей тарелке». «Ne pas être dans son assiette». Я думаю, мы все переживем, если ты не будешь читать на французском. Особенно французы. Салюбина. По-моему, у меня неплохо получается. В переводе эта фраза означала быть в неправильном расположении. Так, ну почему у нас-то тарелка? Дело в том, что assiette – это не только положение или состояние, но еще и этот предмет посуды. Переводчик, который занимался этой фразой, перепутал значение и перевел неверно. Или попросту подумал, что это идиоматическое выражение, и его по-другому никак не перевести. Поэтому у нас это тарелка. Еще одно выражение – игра не стоит свеч. Не буду читать. А тут что за история? По вечерам картежники собирались в игорных домах поиграть в картишки. На тот момент электричества еще не было, и единственным источником освещения были свечи, которые на тот момент очень дорого стоили. Поэтому картежникам нужно было как минимум окупить эти свечи. Но не всегда всем так везло, и иногда они очень мало выигрывали или не выигрывали совсем ничего, поэтому они просто-напросто констатировали тот факт, что их игра не стоила свечей. Интересно. Ну и последнее, что меня поразило из слов, это слово «кошмар». Кошмар! Во французском есть точно такое же слово. Представь, я ни за что бы не подумала, что слово «кошмар» – это французское слово, которое точно так же читается и произносится. Ну, произносится не так точно. Кошмар. Кошмар. Похоже. Обалдеть! Вот так французский язык стал частью русской культуры, что мы даже не замечаем в своей повседневной речи французского влияния. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы узнали для себя что-то новое. Но про слово «кошмар» вы по-любому не знали. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и поделитесь этим видео с друзьями, которые так же, как и вы, учат русский язык. Спасибо, что смотрели, и à très bientôt. Пока-пока. Пока. Пока.